Погнали! Да уж, в процессе съемки этого видео я успел переписать сценарий раз 5, наверное, блять. Просто, чтобы вы понимали, мод я начал проходить еще 5 августа. 5 августа, блять. А видео это вышло только сейчас. Сами там посчитайте, сколько времени прошло. Начиная с одного уровня, все пошло просто по пизде. Собственно, поэтому это и заняло так много времени. Что ж, не буду долго тянуть. Вижу уже, как вы все разбегаетесь. Представляю вам... блять, чё, как эта хуйня называется-то в итоге? Обещал же не тянуть, ебаться, улыбаться, нахуй, ебаный рот. В меню мода написано абсолютный ад, охуеть, не правда ли? Но на превьюшке красуется другое название. В чем же тут дело? Такого вы еще не видели, лучше сядьте, если стоите. Разработчик тут преисполнился настолько, что добавил варианты не только зомбарям, но и всему моду в целом. И вот Absolute Hell это как раз одна из вариаций. Мод в целом называется вот так, бета-версия невменяемости, охуеть, опять. Вижу ваш немой вопрос, это же просто разные режимы. Во многих модах есть, допустим, X режим, который добавляет всякие приколы и повышает сложность. Почему же тут ты это называешь разными вариациями? А потому что их объединяет разве что корневая папка, я хуй знает. У меня тут сразу 4 камня бесконечности, вот, полюбуйтесь. И каждый из них это отдельная и полностью самостоятельная версия, которая в корне отличается локациями, вариантами зомби, механиками. При желании все это можно было бы оформить как разные моды, и подвоха бы никто не заметил. Все бы смотрелось органично и как будто так и задумано. Самое рентабельное для прохождения в итоге оказалось именно это, которую я вам вначале показал. Она и сложная, и еще хоть маломальски проходимая. Кстати, забавно вышло, вот на всех других версиях есть приписочка ПВЗ, а вот именно на этой нету. Боже, вы поймете, что это непростая случайность. Первый уровень. Начнем сразу с козырей, и опять же полюбуйтесь. Думаю, объяснять тут мало что нужно, косилки на том ряду у нас пока нет, растения выставлять мы туда тоже не можем, так что другого выхода не остается. Сейчас я, короче, сделаю тут один звоночек. Ух, что-то даже Чина только с 3-го раза справился. Тяжелый первый уровень, конечно, ничего не скажешь. Бля, на 2-м уровне тоже это ебатня, сука. Помимо этого, трудности уровень не вызвал, хотя рассказать тут все же есть про что. Грохостреловые тут не только эти орды, а вообще все, кому не лень. Обычных зомби в этом моде просто нахуй нету, привыкайте. Со спавном тут тоже какая-то ебанина, с самого начала выходят сразу 6 зомби, это как-то много. Тут вроде их всего в 2 раза больше должно быть, а значит больше 2 зомби на первых 3 волнах выйти не может. Как оказалось, все дело в обилке вот этого вот пакетика травы. Он тут как зомби-танцор в оригинале, правда призывает он грохометов, делает это только один раз, и то за кадром. Игра как бы исполнит за 2 очка 2 зомби, как раз этих пакетиков. А вот уже они в свою очередь зазывают за собой остальных. И сейчас я даже логику в этом вижу. Ну типа это пакет семян, он их типа рассыпает, и вырастают эти растения, вот эти, короче, нахуй, блядь. Не то чтобы осознание всего этого что-то меняет, выбор у нас тут не особо большой. Выставляем горох. Ну вот с этим работать уже можно. Огненные снаряды бьют по области. Можно я не буду притворяться, типа я удивился, там дохуя, да? Не, ну вы же сами понимаете. Не, ну это уже какой-то Brutal X референс, там тоже горохострелы были недолговечными, но там хотя бы было видно, насколько он близок к тому, чтобы скипаться. Тут же он просто в какой-то момент исчезает, да и цена у него увеличена. Причем автор мода, видимо, хотел лишить меня вообще всех нервных клеток, поэтому установил таймер ровно так, чтобы он не успевал добивать всех 3 зомби из пачки. На первых порах это, конечно, на самом деле не так мерзко, все утыкается в наличие знакосилок. Кстати, сейвить их тут даже на относительно легких уровнях ебать как сложно, так что давайте какого-нибудь другого заставим эту ебанину без них проходить. Я этим собираться не планирую даже под дулом пистолета, чуть позже вы поймете, почему я так говорю. Уровень пройден, вот вам в честь этого небольшая квиз-загадка. Найдите среди предложений 44-45 антонимы. Ответы принимаются в комментариях. Напоминаю, что пишем без пробелов и печатными буквами, иначе задание не зачтется. Дают нам вишню, кто бы мог подумать, да? Она тут вот такая крутая. Переходим к 3-му уровню. Блять.
Надо как-то своими силами, наверное. Благо, небольшая идея у меня в голове появилась. И вот вам еще одна загадка. Попробуйте сами догадаться, что я там задумал. Подумали про вишню. Хотя кто там про нее вообще подумал? Ну, на тот момент я тоже считал, что у меня получится их задеть взрывом. Он все-таки 3 на 3 клетки. И выставив ее куда-нибудь сюда, все должно было сработать. Но вот нихуя у меня не получилось, на 3-м уровне они почему-то вообще не вышли. Причем акция это одноразовая, и на всех остальных уровнях они стабильно появляются. В чем конкретно тут прикол, я так и не понял. Появляются зато зомби с конусом, хотя это теперь не единственный их отличительный признак, конечно. Тут у нас два варианта. Первый это ледогриб, который, я думаю, понятно, что умеет. Среди модов на ПВЗ это уже база. Но он типа оставляет лед, типа идет, понятно в общем. Ну а второй это вот эта чебупица безбашенная, хотя в чем конкретно ее особенность, я так и не понял. Кроме визуальных изменений реально как будто нет. Даже то, что он спавнится сразу на 4-й клетке, это не конкретная его особенность. Ледогриб тут тоже так умеет. Вот, кстати, тоже непонятно, баг это чи нет, но, как говорится, не баг, а фича, так что не выебываемся и играем дальше. Это, в принципе, кредо этого мода, контактов своих разработчик не оставил, повыебываться не получится. Не выебываясь, проходим уровень, не выебываясь, получаем электрощиток, не выебываясь, понимаем, что он теперь взрывается. На самом деле я еще не видел, чтобы у Ореха в каком-то моде другая билка была. На 4-м уровне в составе зомби есть горохострелоголовые, и казалось бы, что такого страшного, их мы уже видели вроде как. Но попрошу заметить, что призванные и вышедшие сами все же немного отличаются. Входящие в это убойное трио на самом деле с одного удара отлетали, а вот более самостоятельные уже были покрепче. Что опять же логично, вот эта тварь за спиной мамочки прячется, и логично, что ее въебать как нехуй делать, тут же все по-другому. Идут и идут, короче, на самом деле их присутствие даже немного облегчает игру, с ним справиться все же легче, чем с пакетиком. Так что идут они по итогу нахуй. Не идет нахуй разве что зомби с ведром, вот с ним проблемы уже были, хотя так его называть теперь язык как-то не поворачивается. Это просто машина для убийств, он и бежит неимоверно быстро, и огнем хуярит на 2 клетки вперед. Взрыв ореха он зачастую игнорит, так что убивать его приходилось либо вишней, либо ну никак, нахуй, что вы еще думали. Может, конечно, можно было ставить ему орех прямо под ебло, чтобы тот с ним в рукопашную раз на раз выходил, и орех все-таки взрывался. Чем, кстати, активно пользовался я уже немного позже. А сейчас, может, я этого еще не понял. А может, пошли вы все нахуй. А может быть, забудем все и сбежим. В победной попытке я по максимуму сейвил косилки до самого конца. Вон тут целых 3 осталось. В итоге я нигде не протупил, ничего интересного, короче. Да, ситуация. Это как раз то, о чем я говорил в начале видео. Планировалась только одна локация, но тут, видимо, распродажа, акция, называйте как хотите. В общем, 2 по цене одной. Получите, распишитесь. К ночи я явно был не готов, зомби тут дохуя, а вот солнце как-то не особо. Даже бесплатного гриба нету, уровень это 6, я напоминаю. Благо теперь эти самые солнца можно получать не только с подсолнухов, есть еще 2 варианта. Мина теперь стоит целых 100, но за каждого убитого зомби дропает по солнышку, что зачастую было выгодным, особенно если подрывать эту орду в начале. Таким образом, на старте солнца мы и получали, но даже с учетом этого уровень все равно кажется непроходимым. Подсолнухи тут терять просто не вариант, это слишком невыгодно и надо что-то с этим делать. Как в прошлом моде, по горизонтали их выставлять я, конечно, пытаюсь, но с учетом отсутствия постоянной обороны, эта стратегия дает слабину. Я реально довольно долго не понимал, как с этим бороться, хотя нам еще перед мини-игрой четко показали, что с каждого выкопанного растения мы теперь кэшбэк получаем. И вот если выкапывает все, что может умереть, а умирает тут абсолютно все и достаточно быстро, то сохранять финансовую независимость кое-как получается. Немного приноровившись, у меня получалось почти постоянно горохи прямо перед смертью выкапывать. Кэшбэк тут реально очень большой, больше половины стоимости, так что с лопатой в зубах проблемы с солнцем ушли на 2-й план. На первом плане выступил тут у меня рандом, то у меня солнце за экран выпадут, то вот эта хуйня произойдет. Я вот реально хз, что это, выглядит смешно, конечно, выраливается оно в рандомный момент, а вот контрить ее нечем. Происходило это, правда, довольно редко, и по соотношению с общим количеством рестартов это уж совсем незначительно.
А вот что ебало мне мозг постоянно, так это прыгуны. Они по ощущениям даже противнее ведроголовых, потому что выходят намного чаще. Даже если бы новохабилок у них не было, они уже были бы очень мерзкими. Но тут они еще и растения давят после прыжка, вообще заебись. Сколько попыток у меня ушло, я не знаю, мне слишком лень считать каждый рестарт. Но могу сказать, что сидел трайхардил я чуть больше 2 часов, и за это время я прям полностью осознал, как в это нужно играть. Помните, я там говорил, что в названии этого режима не было приписочки ПВЗ? Так вот это и есть ключ к разгадке. Начиная с этого уровня, реально можно забыть про то, что это за игра, потому что учился играть я в нее буквально заново. Геймплей уже реально больше на какой-то ритм игру походил. Мышкой по экрану ты тут водишь как ебанутый, и так добавок к этому, это теперь еще и симулятор биткоина, где ты должен успеть продать все, что нажил, пока курс не упал, и высадить новые растения, когда урон по лужайке минимальный. Кстати, не знаю зачем, но тут прикрутили одну фичу, которую я не видел ни в одном другом моде. Теперь, если по зомби кликнуть правой кнопкой мыши, то он замедлится и ему несется небольшой урон, разумеется, не за бесплатно. Эта особенность хорошо синергирует с теми горохострелами, которых пакетики травы призывают, они сразу на одном хп, я напоминаю. Иногда я их убивал прям сразу, чтобы урона по растениям было чуть поменьше. Иногда, чтобы казанокосилка чуть подольше пожила. Ну и когда конкретно их не задевало взрывом, проблемы это тоже не было. Из-за всех этих новых приколов геймплей тут очень необычный. Тут создаются прям уникальные ситуации, майндгейм знатный, экспириенс уникальный, но повторять я бы не советовал. Сидеть трайхардить эту ебанину, это задание реально не из легких. Тут прям думать надо, а это еще не последний уровень. Что там у нас, кстати, на следующем? Ну что ж, давненько мы не устраивали кровавого мочилова на арене смерти. Дамы и господа, уровень 1.7. То, зачем мы все сегодня собрались. То, зачем лично вы жили до этого момента. Новые обилки растений это, конечно, очень интересно, но сейчас фокус повествования мы полноценно сместим на геймплей. Хотя все-таки стоит упомянуть, что с более-менее удачным раскладом до первой волны я дошел минут за 5. Реально несерьезно как-то, даже легче, чем на прошлом уровне. Но вот дальше не все так просто. После первой волны начинается ебанина. Рестартить тут приходилось по поводу и без. Не успел выкопать горохострел — рестарт. Убили слишком много подсолнухов — рестарт. Думаете, это все мелочи? Забыли девиз этого мода? Не выебывайся и рестарт, иначе в конце уровня тебе не хватит 10 солнц на то, чтобы добить какого-нибудь уебка. Рестартил я разве что не с самого начала, чуть раньше первой волны я все-таки сохранился. Для подобного мода это вообще база. CSCAM называется, если что. Принцип работы я уже рассказывал. Разве что даже со всеми этими условностями уровень пройти у меня не получалось. Я словил прям тотальный ахуй и даже решил взять перерыв от прохождения, но ничего не помогало. Под конец уровня каждый раз стабильно выходит какой-нибудь альтернативно одаренный, а может сразу и два. А постоянной обороны у нас тут нет, и ты просто не успеваешь на них реагировать, даже с учетом того, что можно паузу прожимать. Пока ты выкопаешь предыдущее растение, пока подберешь с него солнце, пока возьмешь инстакил, этот уебок уже на клетку убежал от нужного места. И я снова начал думать, что же я упускаю. Даже по интернету полазил, но вот вариантов реально больше нет. Все растения мы используем по максимуму. Рестартим, чтобы зомби максимально удачно вышли. Выкапываем растения. Выкапываем растения? Да уж, наверное, не ради этого я нагнетал обстановку. В общем, моим волевым решением было включить автоподбор солнца. Не спешите выключать это видео. Ну, пожалуйста, по крайней мере, дайте хотя бы объясниться. Во многих модах авторы часто не продумывают какие-то аспекты игры, зачастую жертвами подобной халтуры становятся мини-игры. Так, например, этот уровень, где нужно по зомбям молотком долбить, в большинстве модов тупо непроходимый из-за количества зомби, и многие подрубают автокликер. Мол, если игра со мной нечестна, то и я с ней нечестен. Тут схожая ситуация, игра тоже откровенно нечестно поступает. Иногда солнце просто за экран выпадает, а вот эта ебанина с кэшбэком просто, ну я не знаю, как автора такое в голову пришло. Ты пока подберешь эти солнца, некоторые зомби могут всю лужайку проспринтить. Разрешаю писать в комментарии, что я слабость, скатился и вообще чего угодно, пишите хоть что-нибудь. Вот, да. Но я перехожу к самому интересному. До первой волны мы прошли, начинается шоу импровизация, тактики заканчиваются. Выходят, значит, зомби, расклад вот такой. Подсолнухов прилично удалось высадить, правда скоро мы все их выкопаем. Замедляем, значит, самых быстрых, чтобы они не успели сбежать, пока я вишню поставлю, и, собственно, подрываем со всеми остальными. Половину зомби мы взорвали, но из-за того, что у них суммарно оказалось много хп, следующая волна вышла почти сразу же. Я опять совершаю наитупейшую ошибку и сразу взрываю новоприбывших миной, из-за чего вышла еще одна волна. С ней уже не повезло, все линии засрались льдом, но отчаиваться еще рано. Выставляю орех, замедляем вырвавшегося вперед зомби, выкапываем подсолнухи, чтобы подсейвить солнце, и тут я понимаю, что начинаю не поспевать. Сохраняюсь для подстраховки и продолжаю.
Выкапываю горохострел, ставлю второй орех. Вы спросите, зачем? А другого выхода у нас тут нет, хотя для справки скажу, что один из них мы впоследствии выкопаем. Ставлю новый горохострел, чтобы добить ледогриба, и, внимание, выкапываем все нахуй. Подсолнухом явно недолго осталось, а уж ледяной горохострел терять ни при каких обстоятельствах нельзя, мы нищие. Сверху все чисто, ну почти. Выкапываем орех, эту орду лучше взорвать миной. И сейчас охуеете, сохраняемся. Мина взрывается, значит, да... Замечаете что-нибудь? Неплохо бы сюда вишню, разве что она пока в КД, так что по классике на самых быстрых тапаем. Дожидаемся и взрываем. Добиваем чела сверху, а это значит, что надо снова напрягать очко и молиться. Мои мольбы были услышаны не до конца, один уебанец все-таки вышел, но спасибо, что хоть один и не особо мерзкий, его по идее обычный горохострел убить может. Тут я понимаю, что солнца осталось мало, нужно опять начинать его фармить, а у нас все линии обстреливают. Ну и тут я совсем обнаглел, прямо за спины им ставлю эти подсолнухи, благо они тут назад не стреляют. Горохострел изжил свое, выкапываем и сохраняемся. Убиваем этого чела, выставляем подсолнухи, значит, проходим уровень дальше. Дошли уже вот аж до суда, но ситуация крайне плачевная. Газонокосилками пиздец как рано потеряли, солнца нет. Что же, собственно, делать? Благо на такой случай я специально не удалял старые контрольные точки, что и позволило откатить прогресс аж вот до этого момента с дверным уёбком, о котором я пару секунд назад говорил. Убиваем этого чела, выставляем подсолнухи, значит, проходим уровень. Опять убиваем, взрываем, ставим гиперумный орех. Рестарт. Убиваем, взрываем. Рестартим, убиваем, взрываем, ставим орех. Уже в другое место попрошу заметить. Разнообразие, ебать. Рестарт, убиваем, взрываем, ставим орех. Сохраняемся сюда. Охуенный геймплей, не правда ли? Не особо вижу смысл весь уровень так описывать, иначе вы там на каком-то моменте уже связь с реальностью потеряете. Давайте сразу к самому интересному. Финальная волна. Расклад такой. Нам гипер повезло с орехом, он просто в соляру затащил, добили быстрых зомби, на поле остались только мелкие. Сохраняемся. На поле 3 подсолнуха, вишня в огромном КД, мина уже на подходе, красный текст. Выходит только один ледогриб, и то на линии, где уже есть лед. Повезло. Быстрые зомби далеко друг от друга. Такое себе. Из могил вылазят зомби. Определяем самую слабую линию. Ставим горохострел, ставим орех, мину. Задеваем всех, кроме прыгуна. Блять. Замедляем прыгуна, замедляем дверного. Ставим вишню. Да сука. Рестарт. На второй попытке все особые зомби вышли близко друг к другу, разве что вишня у нас как бы в КД, поэтому пытаюсь поставить орех и попасть в тайминг. Но из могилы вылазит ледогриб и уже собственно нихуя не поставишь. Я охуел, поставил на паузу и, подумав секунд 30, принял решение поставить орех сюда. Не прокатило. Рестарт. Третья попытка. Сходу замедляем самого наглого, ловим тайминг сверху, замедляем прыгуна, подрываем того, что посередине, орех взрывается, замедляем вот этого еблана, он тоже быстрый. Ждем спасительную вишню и... Прыгуна не задело. Я же говорю, тут времени нет на то, чтобы банально растение из слота взять, даже с учетом паузы. Рестарт. На этот раз принимаю решение выставить подсолнух зачем-то. Выходят зомби, быстрые все рядом, прыгун разве что сверху. Отлично, работаем. Замедляем вот этого, ставим горохострел сюда, ставим орех в самый низ и молимся, чтобы его сломали вовремя. Жертвуем подсолнухом, чтобы еще подзамедлить вот этого чела, и, о боже, до нас не зашли. Такой грех не отпраздновать, сохраняемся. Ставим мину, она задевает прыгуна и... Опять он выжил, прямо как в тот раз. Почему так нахуй? Как я потом на записи посмотрел, он на умничах за 2 клетки растения жрет, поэтому орех его и не задевает. Уебок, замедляем, ждем вишню. Ставим вишню и задеваем еще и этих. Понимаю, что солнце кончается, выставляю подсолнух и орех, и как так? Но и солнце, это же очень мало, учитывая, что на поле один подсолнух. Но не паникуйте, все продумано. Орехом я лишь стопну и перед взрывом его выкопаю. Так, и солнце мы немного потеряем, и время выиграем. Ну, слава богу, мы сохранились. Далековато сохранились, конечно. Сразу стопаем вот эту гниду, не забываем про прыгуна, выкапываем горохострел и сразу выставляем подсолнухи, банкротства не дожидаемся. Ставлю орех чуть позднее, он все-таки взрывается, но задевает почти всех, так что я ему это с рук спускаю. Экстренно выкапываем подсолнух, чтобы хватило на мину, ставим ее, зарабатываем солнце, ставим вишню и... Фух, всех задело. Знали бы вы, сколько раз я пытался это сделать.
Ставим грохострел, подсолнух, тапаем, и на поле остается только один большой зомби. Большой зомби это как бы опасно, он как бы быстрее, сильнее, лучше. Да и это, к сожалению, пакетик, а не грохострел, так что на него тапнуть уже не получится. Ждем солнца и сохраняемся. Ставим подсолнухи, замедляем, чтобы мина успела перезарядиться, подрываем, смотрим на ситуацию. Взрываю вишню, мину, остаются два уёбка. Максимально фармим солнце и выкапываем подсолнухи. Не, выставляю все-таки парочку подсолнухов обратно, до перезарядки вишни еще успеем пофармить. Подрываем того, что впереди на мине, ждем солнца, считаем на калькуляторе, выкапываем подсолнухи, выставляю вишню и... Что вам сказать-то? Ну пусть будет за дело, хотя это все опять же не с первого раза. Но все же победа. Поздравляю, друзья, это победа. Считаю, кстати, что День Победы теперь должен быть не 9 мая, а вот сегодня. Собираем подписи, ссылка в описании. Сейчас будет экстренное включение, внимание. Уже при полностью написанном сценарии, наполовину отмонтированном видео, я полез узнать, кто же все-таки сделал этот мод. И нашел я вот этого чувака. Как оказалось, он русский. Я даже сначала не поверил, для уверенности пошел скачал мод по его ссылке, и чтобы вы могли подумать. Это правда тот мод, даже все режимы на месте, разве что геймплей казался ощутимо легче. Ради интереса я даже попробовал пройти 7 уровень и прошел часа за 2, это несопоставимо мало, при этом я даже не врубал никакой ни автоподбор, ничего, даже запись не врубил. Даже как-то обидно, версия мода это вроде та же самая, разве что тут написано фикс, но это вроде исключительно исправление критических ошибок, когда игра вылетает. Ну я хуй знает, у меня и старая версия не вылетала, в чем прикол я опять же не понял, но вообще крайне забавно получается. Такое чувство, что этот мод сводит меня с ума, даже когда я его не прохожу. Я реально в какой-то момент уже начал связь с реальностью терять, потому что с такими непонятками в интернете я еще не сталкивался. Ладно, передохнули, идем дальше. Ну наконец-то новый уровень. Уже заебался одно и то же дрочить. Чомпера выдали. Опа. Этот гриб имба полнейшая. Он мало того, что лучше вишни и за те же деньги, так еще и солнце дропает с каждого зомби. Что по сути делает его не только бесплатным, но еще и прибыльным. Сложность, как вы понимаете, значительно понизилась. В общем, гриб сюда, гриб сюда. Примерно так с 8-9 уровнем мы разобрались. В этом моде прям все не как у других. Обычно мини-игры во всех модах по сравнению с обычными уровнями просто полная хуйня. Я уже говорил, что либо непроходимые, либо пиздец скучные. Но вот тут про нее даже рассказать можно. Не, ну блять, с этим модом это просто пиздец. Я просто заявляю что-то, и спустя 5 минут эта информация становится неактуальна. По итогу видео состоит из тщетных потугов объяснить, что творится на экране, где я каждые 5 секунд бью себя поебал со словами наподобие «О, я уже все поменялось». В общем, мини-игра. У нас тут порталы, причем стоят они очень по-уебански, на этих линиях зомби также выходят, забавно. В оригинале горохостреловых зомби на мини-игре с порталами и подавно не было, кто бы мог подумать. И, видимо, поэтому их горошины просто насквозь порталы пролетают, причем наших это не касается. Это оказалось для меня в новинку, можно сказать, мне даже понравилось. Тут хоть чуть-чуть надо мозгами шевелить по сравнению с предыдущими 2 уровнями. В общем, мод не пройден, я заебался, название мода полностью оправдано. К безумию я приблизился так сильно, как никогда до этого. Экспириенс это уникальный, но не могу сказать, что прям рекомендую. Вот Brutal X Plus еще попробовать можете, тут же прям не притрагивайтесь. Ну, либо на 7 уровне звоните Чине там, я хз. Кстати, надо бы пойти извиниться.